Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим основные события, которые произошли, что нам ожидать сегодня, как откроются российские площадки и вообще какие планы относительно движения котировок на предстоящую неделю. Давайте начнем с экономического календаря. Сегодня 4 января, соответственно, в России выходные дни, каникулы, но площадки сегодня уже работают. По Китаю вышел не очень хороший индекс деловой активности в производственном секторе, значительное снижение почти на 2%. Знак это не очень хороший на текущий момент для мировой экономики. Но и в ближайшее время прояснится, какова реальная ситуация. Если он будет повторно выходить ниже запланированных ожиданий, тем более такое значительное снижение, то скорее всего никакого безумного роста мы не увидим на мировых фондовых площадках. Так, сегодня аналогичные данные выходят по Германии и по Евросоюзу. Также сегодня в 13:00 заседание ОПЕК будет решаться вопрос в части поддержания, неподдержания, сокращения нефтедобычи. Ну и соответственно день для нефти будет очень волатильный. Если решение будет принято какое-то нестандартное или неожиданное. Так, давайте в телеграм-канал перейдем, какие новости я в течение этих праздников постил. Ну, во-первых, то, что касается нефти. Вот там вышли статьи в средствах массовой информации российских, что в России будет снижение, продолжится добыча нефти. Но здесь ничего удивительного нету, потому что, во-первых, добыча нефти в России, она осуществляется в основном в северных широтах, и поэтому если происходит снижение добычи, потом восстановление, расконсервация скважин, это очень дорогой, очень непростой процесс. Первый момент. Второй момент. Американские нефтяные компании вышли с прогнозом. Прогноз заключается в том, что если ранее по подсчетам ученых пик добычи нефти должен был прийтись на 2035 год, сейчас нефтяные компании пересчитали, пришли к выводу, что пик добычи нефти был в 2019 году. Здесь, конечно, надо делать корректировку на то, что обычно кричат «бежим, бежим» в ту сторону, куда идет толпа, то есть сейчас нефть снизилась, соответственно, нефтяные компании пессимизируют прогнозы. Но есть момент, который связан с тем, что в целом происходит снижение добычи нефти из-за тренда развития на зеленые технологии. И поэтому действительно высока вероятность того, что выше 100 миллионов баррелей в сутки мировая добыча нефти она не будет. Либо будет, но короткий промежуток времени, и потом будет падать. Вот, соответственно, чем это чревато? Это чревато тем, что среднесрочный и долгосрочный прогноз по российской добыче нефти и все, что с этим связано, он, скорее всего, негативный. Так, далее. Энергичный дедушка, американский президент, устраивает бои по факту своего ухода. Ну вот Конгресс сначала отклонил его вето на оборонный бюджет. Связано это с тем, что, по-видимому, Америка будет вводить какие-то санкции и хочет развязать себе руки, и поэтому наложила вето. Кроме того, сейчас там очередной скандал, когда вроде бы американский президент кого-то попросил в Джорджии пересчитать голоса избирателей. Если он будет местами так сильно переигрывать, то после того, как будет инаугурация Байдена, он вполне может стать невыездным. Тем более там поднимается вопрос относительно его задолженности и связи задолженности его компании с Deutsche Bank. Вот, поэтому, конечно, ближайшие перспективы Дональда Трампа могут показаться очень непростыми. Так, друзья, пока все отдыхали, произошел улет в космос криптовалют. По поводу эфириума я вас неоднократно предупреждал. Давайте посмотрим, как этот процесс протекает в силу движения мирового капитала и индекса доллара. Так, индекс доллара в виде линии, я его здесь показал, это месячный таймфрейм с 2012 года. Вот смотрите, что примечательно. Когда был первый раз истерический рост цен на криптоактивы, это был декабрь 2017 года, январь 2018. Вот это место как раз по индексу доллара. Сейчас мы имеем аналогичный фрактал, вот здесь вот,
То есть это говорит о том, что капиталы идут в риск он, и соответственно крипта растет. Биткоин свой путь выполнил. Что будет дальше, пока под вопросом с ценами на биткоин. Вот. Но эфириум пока не перерисовал хаи. Вот. Поэтому, в общем-то, у него определенные перспективы сохраняются. Помимо всего прочего, что здесь примечательно? Вот такие периоды времени, они обычно длятся несколько месяцев. Ну, обычно 3-4 месяца. То есть вот в текущей перспективе она следующая. Движение мирового капитала, оно пойдет в риск-он в том случае, если в ближайшее обозримое будущее будет пробито 88,5. Пробой этого значения по индексу доллара приведет к тому, что здесь разовьется движение сначала на 85 и потом 79,5. Вот. Здесь у нас логично повторение вот этого сценария, который был в начале 2018 года, в конце 2017. То есть 3-4 месяца нахождения в диапазоне 88,9, 91,5. И в том случае, если не будет пробития вниз, то отсюда состоится выход наверх, пробитие 91,5 и последует крупномасштабный риск-офф и обвал рынков. Вот. Но это опять же, это как раз приходится на апрель 2021 года. Это один из факторов, почему в апреле 2021 года может произойти критическая ситуация, обвал фондовых рынков. Это не единственный фактор, сразу хочу сказать. Но вот через индекс доллара немножко дверь приоткрывается. Обвала может не быть, если в ближайшее время мы получим пробой 88,5 и дальнейшее движение вниз по индексу доллара. В этой ситуации будет полномасштабный риск он и рост российского и иных фондовых рынков. Ну и как следствие укрепление рубля. Друзья, давайте перейдем к анализу позиций на Форекс ММВБ. По индексу РТС здесь ставка на боковик. По Газпрому ставка на рост акций Газпрома через фьючерс. По Сбербанку также ставка на то, что акции Сбербанка будут расти в первый торговый день. Так, далее сишка, рубль-доллар. Но смотрите, здесь ставка на то, что рубль будет к доллару укрепляться. То есть, причем ставка, она достаточно ощутимая. Юрики делают упор на то, что с утра произойдет, скорее всего, укрепление рубля к доллару. Далее евро-рубль. Здесь также ставка на то, что рубль будет укрепляться к евро. Причем здесь ставка даже, наверное, она будет, ну если не сопоставима, то даже посильнее, чем укрепление в паре рубль-доллар. Далее евро-доллар. Здесь у юриков ставка, причем однозначная на то, что они ждут на продолжение банкета и роста евро к доллару. Так, ну и вот британский фунт. Здесь также ставка на то, что фунт к доллару продолжит свой рост. А вот по нефти ставка на шорты, на то, что нефть будет проседать. Серебро. Здесь ставка на рост, поскольку шорты порезали. Так, по золоту уверенности нет у юридических лиц, но уже как бы с открытием мировых площадок идет рост золота. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Несмотря на то, что по Китаю вышла негативная статистика, китайские фондовые индексы сегодня растут и летят в космос, видимо, вслед за криптоактивами. Но если рассматривать месячный график по китайскому индексу, здесь остается совсем чуть-чуть, 5390, и, соответственно, здесь у нас будет либо пробитие двойной вершины и улет в космос, или здесь мы получаем разворотную формацию, и первая цель для движения будет 4650. Ну а пока растем, все позитивно, все отлично. Так, далее возвращаемся к индексу доллара, 4-часовой таймфрейм. Ну вот он открылся с движением, с гэпом вниз. Соответственно, здесь вот у нас на текущий момент первый лой, который он должен переписать для продолжения рискона, это 89,5. И далее будет следующее значение, это 88,5. Пока как бы все позитивно. И такое движение в индексе доллара, если он не пробьет сегодня 90, то мы будем видеть исключительный позитив на российском фондовом рынке и, соответственно, укрепляющее воздействие на рубль. Но здесь как бы дилемма, любое укрепляющее воздействие должно не переходить в запирающее. Так, далее американский SFD на фьючерс S&P 500. Здесь что примечательно, открылись-то мы
Новый год открылся с небольшим ростом, но сейчас как бы пытается коррекционный откат произойти. Вот здесь в ближайшее время, если будет удержан уровень 3745, это послужит позитивным моментом, и отсюда разовьется рост. Цель его движения на сегодня, скорее всего, составит 3775. Если мы вот это значение сейчас пробиваем, то у нас отсюда развивается откат, и цель этого отката — тестирование на прочность уровня 3720. Вот пробитие 3720, 3715 приведет к тому, что мы по американскому рынку увидим коррекционное движение, и как минимум здесь будет, скорее всего, 3680, но на самом деле выход вот из этого диапазона, он может сыграть негативную роль, тем более у нас здесь все основания для двойной вершины сформировались. Вот, и поэтому пробитие данного значения будет означать ее реализацию, ну и как минимум движение в этот диапазон. Пока по Америке нейтральный сигнал, потому что с одной стороны открылись немножко выше, чем было прошлогоднее закрытие, но с другой стороны сейчас пока разворотная формация, она до конца не подтвердилась, подтвердится, если будет пробой 3745. Так, друзья, далее давайте перейдем к нефти. Brent, дневной таймфрейм. Но несмотря на позицию на снижение у российских юридических лиц, сегодня идет рост по нефти. Напоминаю, в 13:00 по Москве заседание ОПЕК. Вот, но пока все отлично, рост. Если закрепляемся выше 52,5, то следующая цель на этой и на предстоящей, на следующей неделе, это будет уже где-то в районе 56-57,5. Так, ну вот часовой таймфрейм. Здесь у нас ситуация заключается в том, что мы должны закрепиться выше 52. Если такое закрепление в ближайшие часы, полдня произойдет, то отсюда, скорее всего, разовьется дальнейший рост. Пробой 52 приведет к тому, что отсюда пойдет коррекционный откат. Цель этого отката будет тестирование 51,3. Пока здесь позитивные ожидания по нефти, и, соответственно, для российского рубля на открытии будет, скорее всего, поддержка, и рубль будет укрепляться к доллару и евро. Так, друзья, далее золото. По золоту позитив, поскольку денежку печатают. Вот, соответственно, здесь у нас вопрос заключается в том, будет или не будет коррекционный откат и пробитие 1905. Если такового отката сегодня не происходит, то мы, соответственно, будем консолидироваться в диапазоне 1911-1930. Вот, и в случае пробоя в ближайшее время 1930, у нас следующая цель движения — это 1954. Вот сюда вот. Скорее всего, по золоту у нас будет либо проторговка вот в этом диапазоне 1911-1930 и пробитие 1930, уход наверх. Есть вероятность того, что будет пробито 1905 и возврат в район 1894-1890, но я думаю, сейчас вероятность такого процесса, она не очень велика. Далее, серебро, 4-часовой таймфрейм. Здесь также позитивное открытие. И как только у нас возникает импульс наверх и пробой 27,64, следующая цель движения будет 28,5-29. На текущий момент, если не будет пробито 26,2, вот все эти движения, они будут в рамках консолидации и потом приведут к дальнейшему пробою 27,64 и росту серебра. Вот сегодня по серебру, наверное, все-таки мы вот где-то в этом диапазоне 26,7-27,5 будем торговаться. Так, друзья, далее наш ключевой актив — это рубль-доллар. Последний день завершился ростом доллара к рублю. Сейчас юрики делают ставку на то, что рубль будет укрепляться к доллару. Ну и действительно, если от нефти переходить к 4-часовому таймфрейму, здесь у нас на открытии, если происходит пробой уровня 74.35, 74.25, вот этой демаркационной зоны, то, соответственно, отсюда у нас развивается импульс движения вниз на укрепление рубля. Первая цель 74, и дальше тестирование на прочность
73, 65, 73,6 вот этого диапазона. Вот если этот диапазон мы пробиваем, то здесь развивается движение, цель которого уже будет в район 73,15. Есть здесь вероятность того, что пойдет движение на укрепление доллара, цель 74,75. Это произойдет в том случае, если на открытии будет пробой 74,6. Вот. В этой ситуации движение 74,75 и потом, соответственно, следующая цель это 75,8. Но вероятность такого события, она не очень большая. Здесь более вероятно пробой вот этого диапазона, уход сначала на 74 и далее, если здесь будет пробитие, движение 73,65 вот сюда вот. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм, но здесь цель движения 1,23. Вот, соответственно, эта цель, она не будет реализована, если пойдет коррекционный откат и будет пробита 1,2224. В этой ситуации разовьется движение вниз. В случае, если не будет пробития 1,22, все вот эти движения будут откупаться и все равно разовьется движение на 1,23. Пробой значения 1,22 приведет к тому, что отсюда разовьется коррекционный откат, у которого цель будет сначала 21,50, потом возможно ниже. Сейчас на текущий момент, я думаю, более вероятно того, что мы повторим вот это движение наверх. Так, друзья, далее евро-рубль, дневной таймфрейм. Соответственно, ситуация похожа с долларом. Пошел рост валюты. Часовой таймфрейм прямо один в один, как доллар. Соответственно, с утра на открытии, если пробой 91,7, то пойдем тестировать 92,1, потом возможно выше. Но более вероятным мне видится с утра на открытии пробой 91,3. И в случае такого пробоя отсюда развивается движение. Цель этого движения будет 90,7. Далее, если пробой 90,6, то следующая цель движения укрепления это 90,15. Вот сюда вот. Мне видится наиболее вероятная цель, это вот этот диапазон 91, 90,75. Вот, мне кажется, сюда вот будет движение, какое-то время здесь проторговка. Тем более юрики делают ставку на укрепление рубля и к доллару и евро. И поэтому как минимум такие задерги, они с высокой степенью вероятности произойдут.